Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой небольшой обзор я хочу посвятить проблеме, с которой сталкивался, наверное, любой владелец Jeep Patriot. Это скрип передних дверей при открывании и закрывании. Я не буду в этом видео рассказывать о том, как менять или смазывать петли или как их регулировать. Смазать петли, я уверен, способен любой автовладелец, а вот регулировкой или заменой должен заниматься профессионал, к которым я себя не причисляю. Проблема, о которой я хочу рассказать, это влага и грязь, которая попадает на петли передних дверей. Конструкция этого автомобиля такова, что без подкрылков вся грязь и вода при движении от передних колес попадают без всяких преград сразу на торец передней двери в зону петель. И соответственно из-за этого петли ржавеют и при открывании слышен скрип. Однако одними подкрылками, как оказалось, обойтись не удастся. Когда мой Jeep Patriot прибыл с американского аукциона, на нем с одной стороны отсутствовал подкрылок, и после первого дождя вся грязь осела на петлях, что меня не очень обрадовало. Подкрылок я через некоторое время купил, но не оригинальный, а какую-то копию. Внешне он был такой же, но при установке возникли некоторые сложности и небольшие щели, поэтому лучше искать именно оригинальный подкрылок от Jeep Patriot. После установки подкрылка ситуация улучшилась, и я как-то этот вопрос упустил дальше из вида. Но недавно, после поездки в сильный ливень, я обратил внимание, что на правой двери опять стали появляться грязные мокрые следы на петлях. Но самое интересное, что на левой водительской двери подобного не наблюдалось. Я внимательно осмотрел внутренний участок перехода от крыла к водительской двери и заметил, что там внутри установлен какой-то уплотнитель. Сначала я подумал, что это предыдущий владелец что-то сам смастерил, но как оказалось, это заводская опция для этого участка кузова. То есть из-за особенностей конструкции пластиковый подкрылок не способен устранить все возможные при дожде потоки воды и грязи от колес при движении. Особенно если подкрылок не оригинальный, поэтому дополнительно нужно этот уплотнитель установить, что собственно в этом видео я и хочу показать. На сайте запчастей эта деталь называется уплотнитель крыла, дверь-крыло левый или правый, в зависимости от стороны, на которой он будет устанавливаться. Я новый уплотнитель не нашел и заказал БУ, который обошелся мне около $5 без доставки. Материал этого уплотнителя по ощущениям как строительный пористый резиновый профиль параизол или гернит. Для установки этого уплотнителя в идеальном варианте понадобится снять полностью подкрылок и колесо. Я постараюсь сделать это без снятия колеса. В моем случае понадобилось только открутить два шурупа нижней пластиковой накладки на порог. Она прижимает нижнюю часть подкрылка к арке автомобиля. Затем этот подкрылок я немного отогнул и просунул рукой внутрь полости переднего крыла этот уплотнитель. Не стоит бояться, что этот уплотнитель куда-то провалится или будет плохо держаться. Он плотно заходит в полость крыла и имеет такую же форму. Обратной частью он просто упирается в петли двери. Главное его максимально плотно всунуть в эту полость, чтобы не было никакого шанса влаги от колес при дожде попасть на петли. После размещения уплотнителя внутри полости крыла можно обратно подкрылок установить на свое место, если он был полностью снят, или как у меня просто задвинуть его свободную нижнюю часть обратно под торец крыла. После этого можно обратно прикручивать пластиковую накладку на порог. Если пластиковая накладка на месте прилегания к крылу была на двухстороннем скотче, то ее скорее всего нужно будет обновить, так как он может отклеиться. После этих всех манипуляций можно смазать петли двери и быть уверенным, что уплотнитель значительно увеличит защиту от влаги и грязи, которые могут лететь от колеса автомобиля. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вам поможет решить проблему скрипа дверей в Jeep Patriot. До новых встреч на моем канале.